Привет, дорогие друзья! Я вам уже рассказывал, что мой канал подвержен всем возможным санкциям помимо удаления, и это удивительная история, потому что нет ни одного нарушения, и YouTube прямо отвечает, что это власти Украины отправили им какой-то там запрос. Поэтому в Украине нас не показывают, нас убрали полностью из всех рекомендаций YouTube, нас убрали отовсюду, откуда только можно убрать. У части пользователей не открывается сам канал, даже при смене страны в настройках, только смена IP. Иногда помогает, люди заходят на главную, и она не открывается. Ну, в общем, вот такое вот происходит уже на регулярной основе, где-то недели, наверное, две. Где-то недели две. Когда приходят сюда, прилетают петушки, такие, они взлететь не могут, только так подпетушиться могут. И пишут, что-то просмотрики у тебя провисли. Я не знаю другой канал, который подвергался бы такой обструкции, и у которого вообще были бы просмотры. Тем не менее, просмотры есть. А вот такая вот такого рода давление говорит о том, что все работает. Причем жахаем по обе стороны. Сегодня интересно услышал от Притулы, с ним было интервью, вы помните, это вор, который ворует украинскую армию. Вот, он рассказывал там про спутник, там все, и когда ему задают вопросы, слышите, вы хотите подрассказать по поводу цены того или иного, он всегда говорил, что руснявые, пропаганду руснявую будешь транслировать, это я русня, понятно. И спасибо, что Притула о себе напомнил, потому что я вспомнил, там у меня как раз про спутник еще есть. Ну а пока что граждане Российской Федерации, которые при памяти, да, они требуют, давай еще, давай, больше. Потому что нам отмазки о том, что просто против нас воюет все НАТО, а мы к этому не были готовы, не сильно устраивают. Мы хотим понимать, что уже происходит с армией. Может быть, правду говорят те же военкоры, что не хватает элементарно боекомплекта, что не хватает техники, не хватает оружия. Как такое могло произойти? Мы продолжаем рассказывать о том, как такое могло произойти. Потому что основным концерном, единственным госконцерном, госкорпорацией, которая производит вооружение для вооруженных сил Российской Федерации, уже много лет является Ростех. И его бессменный руководитель Чемезов. Но в прошлом видео я вам рассказал, думаю, у вас оно было прошлым, я вам рассказал о том, кого принимают в этот Ростех. То есть всех тех, кого списали за коррупцию, всех тех, кого уволили премьеры, всех тех, кого выперли с хороших должностей, знаете, таких кормящих, они оседают в Ростехе, их всех подтягивают туда. Туда же подтянули и бывшего министра вооруженных сил Российской Федерации, Минобороны Российской Федерации, это Сердюкова. Дело в том, что Анатолий Сердюков, является архитектором изменений российской армии. Именно новые архитектурные изыски Сердюкова привели к определенным проблемам российской армии в Грузии еще в 2008 году. В одном из прошлых выпусков я упоминал, что Сердюков был уволен из-за коррупционного скандала с холдингом Оборонсервис. Он, конечно, заявлял, что он и в курсе не был хищений на Оборонсервисе. Также были очень неприятные моменты с обеспечением собственной дачи, всевозможными. По поводу дачи, говорят, просто придолбались, потому что все такие. Причем я иногда встречаю такие комментарии, так а где не так? Когда спрашивают об этом, я могу показать навскидку любую страну НАТО, где не так, где, конечно же, какой-то там чиновник среднего уровня не выстраивает себе дом за 20 миллионов евро, где он не покупает автомобили под 100, по 200 тысяч евро. Я могу показать, где не так. Это сказочно, может быть, кажется для кого-то, кто привык именно вот так вот. Тем не менее, по-другому. Вот сам Сердюков большой любитель НАТО. И реформа происходила а-ля НАТО. Больше привлечь гражданских. Его вообще поставили, потому что человек сведущий был нужен в экономике и финансах. Он сам человек гражданский. Однако он все свое положение использовал для решения финансовых вопросов своей собственной семьи. По сути, он устроил свою собственную корпорацию. Это то, чем занимался на протяжении многих лет главный по тылу армии Российской Федерации, о котором я вам уже рассказывал. Да? То есть создается множество якобы никак не аффилированных с Министерством обороны структур. Одна структура снабжает едой, компотами и так далее. Вторая структура снабжает
колесами, третья там еще чем-то. Но все эти структуры так или иначе подконтрольны министру обороны. Именно Сердюков придумал потерять всех прапорщиков и мичманов. Мол, типа, смотрите, в НАТО такого нет. Хотя это ложь. В том же НАТО есть так называемые уоррент-офицеры. Идея была какая? Что эти люди, прапорщики и мичманы, не нужны. Нужна чисто профессиональная армия. И тогда господствовало такое убеждение, что несколько десятков тысяч очень круто обученных военнослужащих способны предотвратить все неприятности, которые могут быть у Российской Федерации, как то террористическую угрозу и так далее. Итого, до конца 2009 года планировалось отправить в отставку 140 тысяч прапорщиков и мичманов. Но это не все. Собирались сократить, коренным образом сократить численность вооруженных сил Российской Федерации. То есть производились действия, за которые, собственно, можно было попасть под статью «Государственная измена». Но, тем не менее, никто под эту статью не попал. После этого они собирались сократить офицерский состав более чем в 2 раза, с 355 до 150 тысяч. Министр моментально настроил всех офицеров против себя. Его начали систематически критиковать, обвинять в разрушении систем военного образования, управления, науки, медицины. Конечно же, со временем стало понятно, что система полностью ужопищная. И сержантов обучать не удавалось, они не продлевали контракты, а без мичманов и прапорщиков молодняк не мог вообще обучиться ничему. Таким образом, боеготовность вооруженных сил Российской Федерации упала до нуля. Вот что говорили о реформе эксперты. Когда полки превращаются в бригады, нам говорили, что это необходимо для лучшего управления. А что произошло? В мотострелковом полку было 200 офицеров и 200 прапорщиков. В танковом 200 офицеров и 100 прапорщиков. Прапорщики сократили. А к полку добавили 1800 человек. Теперь офицерского состава не хватает. И вот приходит Шойгу. Институт прапорщиков и мичманов решают воссоздать. Такой тяни толкай. Но при этом при Шойгу осталось то же самое представление о мобилизации. Отказ от всеобщей мобилизации в пользу призыва тех, кто соответствует определенным требованиям. К чему это привело? К тому, что в 2022 году общество банально не было готово к всеобщей мобилизации. Не в телевизоре там, конечно, кричали, там вставая страна огромная, все. Но вот эти, которые кричат, у них бронь обычно. А общество было не готово. Им казалось, что призывать будут где-то там далеко, каких-то там профессионалов, все. И поэтому общество, и даже сейчас в Российской Федерации, не вполне четко понимает, что же происходит на фронте. И что начнет происходить после того, как это на фронте закончится. А как оно заканчивается, мы уже видим практически. Далее, скандал с формой. Юдашкин. Возможно, вы не знаете, но вместо портянок и кирзачей солдат решили одеть в термобелье, в элегантную, насыщенную разнообразной цветовой гаммой форму. После этого оказалось, что солдаты мерзнут в этом зимнем белье, в этой зимней форме. И это не какой-то там брак одной партии, а это системная проблема. После этого Юдашкин, намекнул, наверное, что это все-таки скажите, что это не я. И Сердюков сказал, что он выступал экспертом. То есть никакой Юдашкин никакую форму не разрабатывал. И уже после Шойгу от этой формы решили отказаться. Юдашкин подтвердил, что он не имел никакого отношения. По его словам, военные исказили его проект, заменив в том числе теплоудерживающие материалы. А знаете, для чего заменяют теплоудерживающие материалы? Что вы думаете, просто там дураки, которые давай-ка мы вот эти теплоудерживающие материалы заменим, а то, что у них там отмерзнет, это нас не волнует. Нет, потому что они дороже, в пользу удешевления. Но это дешевое можно продать еще дороже, чем то, что теплоудерживающее. Понимаете, да? Просто в дерьмо одеть. Это системная ошибка, скажем так, к подходу, потому что еще при Петре, да, вы помните, там ткань была, которую руками порвать можно и так далее. Да? Потом при Екатерине и при всех-всех-всех. И вот при Путине та же история. Кстати, форму, которую утвердили при Шойгу, удивительным образом похожа на американскую, но только с меньшими карманами, в которые ни хрена не влазит.
Ну, понятно, что выигравшая конкурс компания-поставщик оправдывала, что они ничего не копировали, только применяли лучшие мировые разработки. И вот Сердюкова уходят. Сердюкова уходят. Как вы думаете, куда он отправляется? Наверное, в СИЗО Лефортово за такие-то движухи. Нет, он отправляется туда же, куда и все. В Ростех. В государственную корпорацию, от которой зависит российская армия. Этого человека отправили туда. И отправили руководить вертолетами России. А это серьезнейшая организация. Помимо этого, ему доверили объединенную двигательную корпорацию и технодинамику. Тогда перед Россией встала очень серьезная проблема. Импортозамещение из-за того, что они не могли больше сотрудничать с украинской Моторсечь. Когда туда назначили Сердюкова, это даже в российском обществе, где предпочитают, я так смотрю, по последним движухам, помалкивать или говорить там взагали по загалям, здесь возникли вопросы. Сердюков, что? На что администрация президента в лице Сергея Иванова ответила, что об этом они узнали из новостей. О назначении человека, который прославился в нескольких коррупционных скандалах не на ровном месте, назначают руководителем стратегических предприятий. Цитирую, вы что думаете, что Кремль расписывает каждой госкорпорации, кого куда назначать, что ли? Мы также узнали это из сообщений из СМИ. В 2017 году Сердюков становится председателем компании Роствертол из холдинга «Вертолеты России», которая производит гражданские военные вертолеты серии Ми, в том числе Ми-28Н «Ночной охотник». На этом посту он представляет не имеющий аналогов в мире вертолет Ми-26Т2В. По сути, это является модификацией вертолета с более чем 40-летней историей. Но модель должна была стать серийной еще в 2019 году, а по какой-то причине запуск постоянно откладывался. В 2021 пообещали все-таки начать серийное производство. Вы улавливаете, да? В 19-м должно было начаться, в 21-м ни хрена не началось, и в 21-м пообещали наладить серийное производство, в 22-м, но в 22-м война помешала. Ну какое сейчас серийное производство вертолетов? Вы что, шутите что ли? Зато новый скандал возник. Да, коррупционный. В 22-м были возбуждены уголовные дела, сразу 3. О хищении при строительстве и конструктировании вертолета К-62 на сумму около 3,6 миллиардов рублей. Основная часть разработок и испытаний данного вертолета прошла еще до назначения Сердюкова, поэтому сей скандал его миновал, краем пронесся. Но уже при Сердюкове внезапно Росвертол резко сократил прибыль в 23,6 раз. Поясняя тем, что из-за пандемии упали объемы продаж. Еще раз. Из-за пандемии упали объемы продаж. Из-за пандемии. Ну, то есть вертолеты это по сути как шоколадки, можно так сказать. Люди меньше заходят в супермаркеты и меньше их покупают. Так нет же. Вертолеты в пандемию как раз таки серьезно могут пригодиться и к пандемии отношения не имеют. Можно сказать, ты гонишь. Ну что такое рассказываешь? Ну можно сравнить. Фишка в том, что есть Казанский вертолетный завод. Он тоже входит в Ростех, конечно же, и в холдинг «Вертолеты России». Так тот за год значительно сократил убытки, а продажи вертолетов выросли в 1,5 раза. Да что там говорить, я уже рассказывал в предыдущем видео о ликвидации одного из важнейших стратегических предприятий. Тогда на дыбы встали все. Вся пресса российская писала о том, что такого нельзя делать. Тем не менее, его попилили и распродали на металлолом. Предприятие это называлось, оно тоже входило в холдинг, и оно называлось Химпром, это в Волгограде. Так вот, в 2007-м его собрался спасать, знаете кто? Эффективный менеджер, министр обороны Анатолий Сердюков. Его назначили председателем совета директоров этого предприятия. И что, он спас его, да? Не очень. В итоге, относительно его менеджеровских и иных качеств, что-то заподозрили. И поэтому его не внесли в список, в бюллетень, его кандидатуру на досрочных перевыборах совета директоров Роствертола. Соответственно, возглавлять компанию он уже не будет. А знаете, что с ним будет? Ну, то есть, это когда он уже сделал максимально для того,
чтобы Российская Федерация вошла с новыми, крутыми, сильными и, главное, многочисленными вертолетами в войну с Украиной, которую, как известно, поддерживает НАТО и поддерживает всерьез. С украинцами, которые умеют воевать. Он сделал все для этого. И что вы думаете? После этого его, все, на пенсию? Дело в том, что по имеющейся информации его планируют вместо Чемезова руководить Ростехом. Потому что Чемезову 70, и уже как-то присматриваются такие, может быть, уже это самое, да? Это будет просто лучшая замена, я считаю. Или можно так, допустим, Чемезов остается как такой руководитель, как Нурсултан Назарбаев, знаете, такой, тот самый. А вот этот такой при нем, это тоже может быть правильно, преемственность поколений. От 70-летнего к 60-летнему, к примеру. Я бы, допустим, не удивился. Ну что, как там я говорил в прошлом, если цепсо, то подставляй свое лицо. А если ты, то скажи, что это Божья роса. Пока.